Итак, дорогие друзья, моделисты, все интересующиеся, кто внимательно смотрел все предыдущие мои видео, я говорил о том, что мне идет посылка из России. Это будет балансировочный стенд для балансировки модельных турбин. И чтобы это можно было делать, нужно было приобрести балансировочный стенд. Сразу хотел сказать огромное спасибо ребятам из Челябинска. Это в данном случае это Антон Югов, который мне очень сильно помог. Спроектировал, полностью сделал, электронику заказал. То есть это тот человек, который полностью помог мне в этом, в реализации этих планов. Антон, если ты меня сейчас смотришь, огромное тебе спасибо. Это очень ценно, потому что такие вещи не везде, во-первых, достанешь, их в свободных продажах нет. Только единичные случаи кто-то делает себе. Или если покупать уже настоящий балансировочный станок, то там уже вообще все не бюджетно, он очень больших денег стоит. И вот Антон согласился мне помочь, мы так через Инстаграм нашли друг друга. Ребят, всем, кому будет интересно про этого человека, или если вы захотите у него заказать, то есть данный стенд будет в продаже у Антона, он его будет продавать. Но по всем комплектующим, именно по стенду, все обращайтесь к нему, я ссылочку оставлю в описании. Проходите, смотрите, у него есть свой интернет-магазин. Также он делает и подшипники, данные подшипники для модельных турбин, которые у меня есть в Инстаграме. Кто подписан на мой Инстаграм, они видели. Если кому-то будет реально интересно, что стоит этот стенд и как его заказать, по ссылке в описании вы можете написать Антону письмо, и он вам ответит. Ну а сейчас я приступлю к распаковке и покажу, что здесь находится внутри. Сразу объясню, ребят, здесь находится полностью сама станина, то есть все детали выполнены из алюминия. Алюминий этот D16T, довольно тяжелая упаковка. А в том чемоданчике там находится вся электроника. Здесь у нас находятся ремешки. Эти ремешки для того, чтобы можно было турбину притягивать. Но это я потом еще покажу. Пока в сторонку. Это верхние упоры крепления для турбины. Но я потом все покажу. Ух, красотища какая! Как я долго этого ждал. Ребят, вы просто посмотрите, какая это роскошь. То есть для тех, кто если еще не понял, вот здесь будет крепиться турбина. Сверху прикладывается. Ну и потом затягивается резиночка. Вот так вот. Ну, а здесь находится сама плита, на которой будет крепиться все остальное. Вот она и весит. Блин, она такая тяжелая. Вся основная масса это именно вот эта вот здоровенная, роскошная плита. Так, коробку надо убрать. Что ж такое все тяжелое, Антон?
Вот таким образом это выглядит, если мы возьмем наш пробный экземпляр JetCat P160. Вот таким образом у нас сюда ляжет. Естественно, все эти болтики еще нужно подтянуть. Ну, не знаю, есть ли смысл использования данных штучек, но пусть будут. Ну а здесь у нас она будет так вот притягиваться. Здесь можно будет увеличивать натяг или уменьшать. Естественно, когда турбина будет балансироваться, у нее не будет этого кожуха. То есть вот тут это все будет вот так вот отыгрывать. Естественно, здесь нету таких вибраций, чтобы все это так вибрировало. На данную плоскость и на другую деталь будут крепиться датчики для измерения вибраций. Теперь приступим к распаковке самого чемодана. Он стоил тоже не маленьких денег. Здесь находится вся электроника. Вот так вот она красиво упакована. Ребят, чтобы не было рекламы, я не буду показывать фирму, кто это изготавливает. Мне за эту рекламу никто не платил. Ну а если кому-то нужны будут данные составляющие, полностью стенд в сборе, то все через Антона. Спрашивайте, он вам ответит обязательно. Значит, что мы здесь видим в чемоданчике? Здесь у нас вот такие весы. Мне, правда, не совсем понятно, для чего они здесь. Вот такие вот весы. Я так понимаю, это для подборки грузиков, но мне это не пригодится. Ну, весы, конечно, пригодятся, но у меня немножко другой смысл в балансировке, поэтому... Ну, вот сами датчики, которые будут измерять вибрацию. Видим, что здесь помечено X1. Ну а здесь, наверное, будет помечено X2. Здесь помечено X2. Дальше. Здесь стойки и штативы магнитные. Ну, так как у меня станина сделана полностью из алюминия, мне придется здесь немножечко помудрить. Здесь у нас вот такой вот, ну, обычный тахометр, который крепится, как я и сказал, к этой стойке. Вот. Как-то вот так. Ну и самое такое основное, ребят, это уже сам именно блок управления, который будет крепиться также здесь на станине, и к нему уже подключается все остальное. Также в комплекте идет такая USB флешка, на ней имеется все программное обеспечение для компьютера. То есть для того, чтобы нам управлять данным девайсом, нам необходим компьютер. Теперь буду заниматься настройкой, сборкой, ну и так далее. Ну вот, собрал до конца, уже все затянул, настроил, также настроил датчик для считывания оборотов, тахометр. Так это выглядит. То есть ставим на одно из лопастей белую метку, есть такой специальный карандаш белый.
одну лопасть покрасил в белый. И вот таким образом идет замер оборотов. Турбина прижимается вот такими ремешками. Здесь есть вот такие крючки, которые можно снять. И можно также установил датчики. Это второй датчик, задняя опора. Здесь установлен датчик передней опоры. Я их приклеил жестко, намертво. Это сам блок управления. Не знаю, почему он такой большой. Ребят, не спрашивайте. Так сделал производитель. Вот она, турбина RT130. Та самая легендарная. Дошел ее час. Теперь буду на ней тренироваться, балансировать на этой программе. Перебазировался я в гараж, дособирал стенд. Все уже настроил, все подключил. Теперь хочу вам показать, что еще нужно будет для этого стенда. Кроме той комплектации, которая уже есть стандартно с ним. Кое-какие-то доработки я здесь сделал. И сейчас вам все покажу. Что касается самого стенда. В общем, работает он от сжатого воздуха. У меня здесь в гараже стоит компрессор. И я просто здесь сделал такой краник. Сделал такой штуцер. Шланг 6 мм. Этим краником я могу открывать подачу воздуха, закрывать. Здесь находится у меня дроссель. Для того, чтобы можно было настроить более-менее одинаковые обороты всегда. Потому что краником это не так легко настроить. Здесь я теперь установил стоечку. Ее в комплекте нету. Ее придется докупать. Также сделал такой держатель, переходник. Здесь находится именно сама форсуночка. Как форсуночка, это просто трубочка такая латунная для подачи сжатого воздуха на турбинное колесо. Здесь метка ставится на лопасти. В общем, я бы советовал ставить именно на саму лопасть, потому что если вы будете пробные грузы устанавливать здесь на турбинное колесо, то метка вам будет мешать в какой-то момент, и вы не сможете толком замерять обороты. В общем, я советую ставить метку именно на лопастях. Все, настраиваем лазерный луч. Кстати, он подключенный, чуть-чуть не настроенный. Чтобы он светил на одну из лопаток на наши. Например, так. Ну и видим, лазер уже реагирует. Чуть-чуть повыше подыму. Вот так вот. Ну и все, этого достаточно. Эта стойка, она идет в комплекте. Ну, а эту стоечку, ребята, ее надо будет докупать. В комплекте ее нет, как я уже сказал. Форсунка стоит под небольшим углом. Это сделано специально для того, чтобы был хороший разгон. То есть она и в этой плоскости стоит вот под таким углом. И в этой плоскости она стоит тоже немножечко под углом. В общем, как я этот угол рассчитывал? Да никак я его не рассчитывал. Я просто ослабил весь штатив и искал, где будут максимальные обороты, под каким углом, и все. И еще очень важное замечание: трубка не должна касаться турбины, то есть тут должно быть пространство, чтобы не было передачи вибрации ни по шлангу, нигде. Переклеил и правильно наклеил датчики вибрации, что с одной стороны, что с другой стороны. В общем, все это нужно закрепить, чтобы это не болталось, дабы у нас не было никаких побочных вибраций. Кстати, вот тут надо еще прикрепить вот так. Чтобы не было каких-то побочных вибраций. Я честно, ребят, скажу, мы уже игрались и с программой,
и с турбинами. Ну, все не так просто, как это кажется. Вводим здесь допуски в программе. То есть, в общем, эта программа, она может балансировать в нескольких вариантах. Но я пробовал первичную балансировку, повторную балансировку. Все это чушь. Ничего этого не надо. Потому что это только выпарит вам весь мозг и будете мучиться. Хотя, если кто-то хочет реально заморочиться и попробовать первичное, там можно настраивать, если мы зайдем на первичную, то нам нужно будет здесь задать масса роторов в килограммах, то есть в нашем случае это 400 грамм. И здесь задаем пробные грузы, которые мы будем устанавливать. Мы вчера устанавливали пробные грузы, это по 1 грамму. Также здесь мы можем настроить способ коррекции массы. Добавление, это если вы будете добавлять грузы. Либо съем. Съем и сверление. В этом случае вам нужно будет задать здесь диаметр сверла, максимальная глубина и удельный вес высверливаемого материала. Это все нужно будет сначала предварительно где-то попробовать, просверлить, взвешать и потом уже данные вводить сюда. Нажимаем принять и уже идем дальше. Также система координат полярная, лопастная. Здесь вводим количество лопастей. В нашем случае это 23. Но, ребят, я это пробовал. Мне это не понравилось. Слишком это все сложно. И она не так уж сильно корректно работает. Поэтому закрываем это окно. Если мы просто с вами нажмем балансировать, то выходит такая табличка. Нулевые коэффициенты балансировки. Заходим в повторную. И здесь выбираем, это уже, я так понимаю, с завода. Здесь выбираем просто без затей. Вот он так называется, просто у меня. Я не стал ничего нового вводить, тут сохранять. Нажимаю, и здесь нужно ввести снова допуски. Как я высчитывал допуски, ребят, могу вам показать. Заходите в первичную, и здесь допуск на дисбаланс есть. Нажимаем расчет, и здесь вводим рабочая частота вращения ротора у нас 120 тысяч. 120 тысяч оборотов. И нам нужно здесь шпиндели и приводы высокоточного оборудования, гироскопы. Мы нажимаем. Конечно, можно было здесь компрессоры, электрические двигатели, генераторы и всякое такое. Но нам нужно поточнее. Нажимаем принять, и он выводит нам вот такие данные. Все, данные ввели в эту таблицу и нажимаем кнопку балансировать. Выходит вот такое окно. Частота вращения у нас сейчас 0. Включаем подачу воздуха, настраиваем обороты. Вот так вот я вам на скорую руку показал. В общем, мы видим здесь турбина взвешена намного лучше, чем есть допуск здесь. То есть здесь он показывает нулевой коэффициент и плоскость опора первая, опора вторая. В общем, как это работает, ребят, вы видели. Нажимаем кнопку балансировать. И если это окно светится синим, значит частота вращения недостаточна. Если это окно светится красным, значит частота вращения превышена. Если оно зеленое, то частота вращения та, что надо. И тогда мы нажимаем здесь внизу кнопку принять. И происходит замер, автоматический рабочий режим. И в конце он нам высвечивает все, что он здесь
намерил. Не супер точно, но для балансировки данных турбин достаточно. Конечно, если какие-то мелкие турбины балансировать, такие как Колибри, то этой электроники уже недостаточно. Но для моих целей, для больших турбин, пока для начала этого хватит. Вот так вот. Сам процесс балансировки, ребят, покажу позже. Это не так все просто. То есть там есть свои сложности и свои нюансы. Балансировать можно как в двух плоскостях, так и в одной плоскости. То есть в одной плоскости можно использовать одну опору, вот эту переднюю. Это для балансировки каких-либо импеллеров, пропеллеров и так далее. Ну а так это вот выглядит данным образом. Вот такой вот стенд получился. Вот так он выглядит. Еще раз огромное спасибо Антону. Антон, если ты меня смотришь, огромное тебе спасибо за все, что ты сделал, за терпение, ну и за качество. Ребят, ну вот такое короткое видео. Обзор балансировочного станка. Вроде я вам все показал, смог доступно объяснить. Если кому-то что-то непонятно, обращайтесь, ребят, я обязательно объясню, покажу. Если кому-то нужен такой балансировочный стенд, обращайтесь к Антону, компания Yugos Jet Technologies. Я оставлю ссылку в описании. На этом все. Всем спасибо и всем пока.